Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня, как обещали, поговорим о простейших сериях, то есть для чего они, с чего надо начинать, зачем они нужны, ну и так далее. Все по порядочку. Смотрите, наслаждайтесь. Теперь смотри, для чего вообще нужны серии. То есть серия, она включает в себя уже целый набор действий. Одно, второе и третье. Первое – это то, что у тебя могут делать ноги, руки. И то, что у тебя может делать ноги, руки и тело. Потому что в серии очень часто приходится догонять соперника. Серию используют, чтобы подойти к сопернику. Серию используют для того, чтобы сменить. То есть не дать действовать сопернику, сменить, то есть сам вот этот вот ритм, сбить соперника. Некоторые серии, им просто вообще не дают тебе дышать. То есть там град ударов идет с определенной частотой, при которой ты постоянно вынужден держать себя в напряжении. Серии, еще раз говорю, это уже когда боксер может двигаться на ногах, может двигаться в теле. И, безусловно, уже должен научиться бить одиночные удары. Очень часто, эти вот сочетания одиночных ударов и серий, то есть акцентированных ударов и серий, очень хорошо сочетаются в стратегии, в первой стратегии, то есть, которая есть у боксера. Еще что мне нравится, то что в серии может быть, такая вот скрытая вещь, как вот говорят, дозация удара. То есть я могу первые два удара спокойно, а третий нанести акцентированно. Могу сразу один удар нанести акцентированный, только для того, чтобы поменять положение для второй геометрии удара. И также поменять положение для третьей геометрии удара. Также серия – это всегда, если брать самую рациональную серию, например, двойку, то есть она всегда идет с обязательным разгоном. То есть один удар вытаскивает второй удар. Причем это, еще раз говорю, вот здесь движение ног, тела и рук – это очень красивые такие сочетания, потому что серии можно бить из подзащитных каких-то движений. Например, подсел, ударил. Вариантов масса. Рабочих серий у боксера, как правило говорят, боксеры не больше 30. То есть те, которые нарабатываются по школе бокса. Но есть также эксклюзивные твои какие-то наработки, потому что то, что у тебя в голове задумало, сама твоя стратегия, то есть знаешь только ты. Поэтому серии очень хорошо обманывают соперника. Серии это вообще, уже, будем говорить так, для боксеров второго уровня. То есть те, которые уже не просто набивают руки, а уже думают, что, например, вот за этим ударом что будет, какое будет действие? Вдруг будет какое-то ответное действие у соперника или еще что-то. Поэтому, то есть ты уже, когда начинаешь нарабатывать даже простую серию, двойку, ты уже уже продумываешь вот эти вот варианты. Где ты стоишь, какая дистанция, какой удар нужно сделать. Поэтому самое первое, как говорят, это с точки зрения дистанции бьются. То есть если, чтобы ты понимал, если стоишь далеко от соперника, предпочтительно прямые удары. Прямые удары очень быстрые, разгоняются очень хорошо. Серия еще также, одно движение вышло, есть начало для следующего движения. Как ты его запустишь, можешь его в последний момент даже изменить, можешь закрутить его. Выпускаешь здесь, руку можешь менять. То есть это, еще раз говорю, вот эти вот варианты, самые первые варианты, самые главные варианты. Потому что как у тебя в голове сложится сама комбинация серий, так ты будешь выигрывать. Поэтому первое, то, с чего надо начать, это спокойные передвижения, когда ты спокойно передвигаешься, и стараешься мешок достать. Пока у тебя нету такой формулы, как в бою, потому что, понятное дело, что это мешок. Поэтому вот самые первые твои ощущения по боевым спаррингам, когда ты отбивал, просто вспоминай их.
то что первое – это дотянуться до соперника. Поэтому можешь выпустить даже одну ногу. Раз, чтобы достать. Как только достал, тут же вламываешь второй. Здесь можно комбинировать, еще раз говорю, движения. То есть самое главное – понимать зачем и почему. Тогда эта серия, она принесет тебе, скажем так, выгодную ситуацию, выгодное положение, то есть и приведет тебя к победе, если правильно все будешь делать. Поэтому первые такие разучки – это двоечка. Просто кидаешь руки. Старайся кинуть так, чтобы один удар разгонял второй удар, чтобы после первого удара у тебя, как говорят, был выход на последующие удары. Сейчас двоечка. Сейчас ударил, отошел. Подошел, ударил, отошел. Подошел, ударил, отошел. Пробуй. 2 прямых. Помнишь, мы говорили про дистанцию? Вот смотри, ты первыми ударами мешок отклоняешь. Вот он на тебя начинает идти, и ты начинаешь его встречать. И вот если первый, первый твой раз толканул ее, и сейчас ты уже начинаешь дистанцию эту и ловить. То есть постарайся какой-то из ударов уже немножко подвзрывать. Так его пожестче бить. Хорошо. Сильно ногу не вытягивай. Тебе сразу придется отойти, если что вдруг. Раз, два, сразу оттягиваешься. Если у тебя есть, еще раз говорю, если у тебя есть движение сюда ногой, вот оно, вперед, то у тебя также есть движение ногой назад. Раз, раз, два, раз, оттянулся. Раз, два, раз, два, шаг назад. Раз, два, шаг назад. Чтобы у тебя уже сочетались работа рук и работа ног. Поагрессивнее чуть-чуть. Вкладывай в удар. Первый сильный, второй слабый. Первый сильный. Первый сильный. Сильнее бей. О, хорошо. Видишь, первым ударом ты... Почему не получается сильно ударить? Потому что слишком близко к мешку подтягиваешься. У тебя, не работает система на напряжение правильно. Поэтому вот эту вот часть и найди. Потому что первым ударом ты определяешь второй удар. Бывает так, что от первого удара будет зависеть твой второй удар. Первым ударом соперника ты сбиваешь, он, например, в сторону уходит, и тебе придется уже делать поправку правого. Поэтому сейчас ты его сильно не бьешь. Потому что где окажется твой соперник? В данном случае, где окажется твой мешок? Итак, первый слабый, второй сильный, третий левый слабый. Еще разок. Вот сейчас смотри, сейчас тебе первым надо остановить мешок. Хорошо. Стоп. Смотри, руками сейчас не играй, потому что начинаешь играть руками и ломаешь себе траектории. Пусть все руки у тебя отходят пока от линии плечей. Вот, пока отсюда, чтобы они в поле зрения у тебя были, сами руки, чтобы ты видел, что тебе надо делать. Раз, два. Раз, два. Слева направо, справа налево попробуй. Справа. Здесь все в ногах. Все в ногах. То есть у тебя первый ты делаешь на выпаде, начинаешь отходить, и у тебя все начинает опять рассыпаться. Поэтому еще раз говорю, здесь у тебя серия может не прерываться. Поэтому если ты начал раз, два, три, оттянулся, раз, два, три, оттянулся, можешь чуть-чуть сманеврировать ногой, чуть-чуть в сторону пойди, так справа будет тебе полегче. Давай еще разок. Сильно. Сильно.
Теперь смотри, готовь вот этот удар снизу уже. Ну, снизу имеется в виду в корпус. Также свалил сбоку, снизу. Прямой, сбоку, снизу. Так, чтобы тебя по фронту тащило. Тащило движением уже толчка. Хорошо, еще разок. Здесь еще один момент. Ноги сильно, прям вот сильно, когда раздвигаешь, сложно передвигаться. Поэтому здесь как бы ноги пусть под тобой у тебя будут. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь смотри, попробуй все на носках сделать. То есть не надо пятки пока задирать. Спокойненько. Раз. Раз, два, три. Все на носочках. Раз, два, три. Хорошо. Так, теперь давай прямой, прямой, боковой. Прямой. Хорошо. Хорошо. Вот смотри. Вот когда стягиваешь сюда, выравниваешься хорошо. Вот когда стягиваешься сюда, вот ты ногу уже должен переставить. Чтобы у тебя не получалось, что ты переставляешь ногу уже после того, как ты удар делаешь. Раз, два, три. Видишь, как получается? Тогда получится. Надо научиться в серии, очень важно, правильно дышать. Поэтому в старых школах вообще пояснялись, что такое на один такт, что такое на два такта. Есть вот по дыханию ты бьешь раз, два. Раз, два, да? А есть на раз. Раз, раз, раз. Просто, да? На самом деле вот это вот дыхание, чтобы выровнять, еще раз говорю, почему и набор происходит постепенно от одиночных, да, одиночные, двойные, тройные и так далее, и так далее. Это все под дыхание. Потому что ты сейчас вот начинаешь, когда бить, начинаешь дыхание задерживать. Вот эти вот микро-микро маленькие как бы задержки, они к глобальному утомлению тебя приведут. Поэтому спокойно выдыхай. Сейчас ты бьешь, просто пробуешь. Сейчас пока не надо на вот эти такты делить, там раз, два, три, там раз, два, три. Просто по дыханию, по ощущению. Разные принципы. Поэтому сейчас смотри. Да, на каждый удар старайся делать такой вдох. Потом мы сделаем на один вдох 2 удара и на один, ну, не вдох, а выдох. Вот. И до 3 ударов. Давай пока по одному. 1. Хорошо. Помогай себе, озвучивай, если что. Если, ну, как бы где-то, ну, отстаешь, прямо озвучивай. Чтобы прямо вот на дыхании уже, то есть, когда вот выдыхаешь, у тебя акцентированный момент, то есть, происходит. Вдох короткий, выдох может быть длинный. И наоборот, ты можешь долго вдыхать и коротко выдыхать. Вот эту вот систему надо отрегулировать. 4 удара. Стоп. Сейчас разгоняешь удары. То есть, чтобы один удар у тебя разгонял следующий удар, следующий удар. Чтобы вот это вот сделать, уже не стесняйся как бы тело подключать. Потому что в теле как бы скрыт еще один механизм твоей силы. Например, вот обычный уклон, когда вставляешь, у тебя начинает спина уже работать больше. И получается задорнее. Бам-бам-бам-бам. 3 удара. Прям взрываешь. Дыши, дыши. Хорошо. Жестче можешь? Хорошо, еще жестче. Хорошо. У каждого боксера свои комбинации, свои серии. То есть, безусловно, есть типовые серии, которые, ну, с которых боксеры начинают работать. Как правило, вот работа на мешке, вот по набиванию, когда идет там 2, там 3, там, или там, не знаю, там 2 прямых, 9 боковых, там, и так далее, и так далее. То есть, ну,
тут один из моментов привычки. Поэтому каждый боксер вот ввиду своего ритма или своей стратегии закладывает уже вот эти вот серии. То есть, еще раз говорю, их миллион. Их можно делать, то есть, под разными, ну, как говорят, соусами там и так далее, и так далее. То есть, есть углы, где ты специально соперника заводишь, где ты его просто одной рукой толкаешь, ну, другой бьешь, там масса вариантов. Сейчас смотри, сейчас набираешь 2 прямых, 2 боковых, 2 снизу. Хорошо, еще разок. Видишь, у тебя получается 1 вдох-выдох на 2 удара. То есть сейчас так вот и напряжение распределяй, чтобы так у тебя было. Раз-раз, раз-раз, раз-раз. Можешь себе, еще раз говорю, озвучивать. Так тебе легче будет. Между как бы такими, ну, двоечками маленькими, да, вот паузу чуть-чуть бери. Чуть-чуть, только маленькую паузу. Хорошо, быстрее. Еще быстрее. Еще быстрее. Еще. Максимально. Еще разок. Хорошо. Вот здесь еще стоп. Вот здесь как раз и тело начало плясать. Помнишь, я тебе говорил, телом помогай. Ты всю работу начинаешь включать только в руки. Поэтому как бы такой дисбаланс. Тело включай. У тебя еще раз говорю, у тебя без плечей ты не ударишь. Без смены вот этих вот плечей ты не ударишь. Поэтому чем ближе ты к мешку, тем больше ты начинаешь крутить. Чем ближе ты к сопернику, тем больше у тебя тело работает. Видишь? То есть у тебя все удары и складываются здесь. Вот они все. Сюда ушел, сюда ушел. Все тело у тебя делает. Если будешь делать на одних руках, ничего не получится. Сейчас смотри, сейчас попробуем. Ну вот мне нравится, очень нравится. В свое время прям я с ума сходил, вот так называемая как оттяжка. Оттяжка вообще сленговое слово. То есть, ну, как бы в боксе его используют только, ну, как бы для таких очень тонких пояснений. Потому что оттяжка, по большому счету, это то, когда ты, ну, как в боксе есть только название отклон, уклон. То есть то, когда ты тянешь. Тянуть ты можешь как всем телом, так и какой-то частью тела. То есть не всей массой, а только какой-то частью. Раз-два, отыграл, ударил. Раз-два, ударил. Раз-два, ударил. Пока без, ну, такого отшагивания, пока просто, ну, как в ногу. Вот движение. Раз, два, 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 раз, два. Здесь можно комбинировать. Уклон, уклон, например. Оттянулся, ударил. Уклон, раз, ударил. И очень красивые такие вот вещи. И постепенно станут рабочими, если работать с ними. Хорошо, не тряси руками. Так, стоп. На мешок надавил, отжал, ударил. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошо, молодец. Вот, хорошо. Видишь, такая, как пауза такая появилась. Вот это 2 одиночных удара. Теперь смотри. Сейчас вот есть такая очень избитая серия. Левый, правый, да, почтальон называется. Сейчас попробуй ее. Еще разок. Вот теперь смотри. Вот она чистота. Бам-бам-бам. 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 Еще раз говорю, ты вот этими ударами готовишь. Ты прячешь удар. Поэтому, когда выносишь плечо, вот, бам-бам. Видишь, как хорошо. Я под эту тему могу и подойти. Раз-раз-бам. Раз-раз-бам. То есть зачем? Просто так, ну, нет смысла бить. Если уже начинаешь подходить, то под каждый удар можешь тянуть ногу. Не растягивай только полностью ее, а точно под движение выровняй. Раз, раз, сразу правый. Раз, раз.
Хорошо, больше. Плечом больше. Вот посмотри, вот я тебе просто объясню, как бы такой технический момент. Вот смотри только на мои плечи. Вот ты наносишь удар. Раз, два, три. Видишь? Вроде ничего такого. На самом деле, обрати внимание, вот я начинаю, видишь, выше плечо, чем это. То есть оно вверху, это внизу. Вот оно зарядиться у тебя должно. Бам! Бам! Ты под этой ручкой прячешься. И потом начинаешь всем телом уже выносить плечо. Вот, смотри. Видишь? Теперь вот это плечо выше этого. Это ниже становится. Бам-бам-бам! Вот тогда у тебя будет сила. А когда ты просто ее, даже если ты сменил вот эти вот плечи, еще раз говорю, вот, подключи спину, и тогда хорошо пойдет. Давай потихонечку левый, правый. Хорошо. Вот, видишь, уже по-другому. Молодец. Еще раз. Вот теперь смотри. Левый, правый. У тебя идет прямой. И сразу правый боковой идет. Растягивай больше. Тут больше телом работай. Еще разок. Раз, два, три. Можешь даже подальше, чуть-чуть поглубже даже завести этот удар. Еще раз. Вот сюда, боковой. Молодец. Подверни чуть-чуть ручку. Хорошо. 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 Вот теперь смотри. Начинаешь нарабатывать. Прямой левый, прямой правый. Оттянулся. Можешь шагом назад, можешь скачком назад, можешь, как говорят, уклоном назад. И сразу стартуешь на такой вот, как говорят, баллистический удар. То есть не надо выпрямление довести, то есть надо качественно закончить вот эту вот комбинацию, чтобы ты мощно ударил. Это будет третий удар. Первый, второй, оттянулся, ударил. Первый, второй, оттянулся, ударил. Вот, хорошо, еще разок. Видишь, пауза какая длинная появляется, да? Между ударом, да? Да попробуй дернуть ее, вот эту штуку. Бам-бам! То есть уже не отскакивай, а просто в ногу вожми, в ногу. Чтобы вот этот момент был. Попробуй. Прямой. Хорошо. Пошел. Быстро. Сильно. Плечи. Молодец, еще сильнее. Вот уже получше. Теперь попробуй скачком назад. Раз, два, отскочил и сразу стартани. Просто за ногой посмотрим, потому что ногу прокачивать надо, быстро надо делать. Еще разок не увидел. Смотри, ты когда отскакиваешь, вроде как бы ошибки нет. Ошибка в том, что у тебя нету вот этой вот пружины. То есть ты отскакиваешь и начинаешь стопорить движение, то есть ты его тормозишь. А тебе наоборот надо как с пружинкой. Раз, и сразу у тебя толчок. Раз, сразу толчок. Бам-бам, раз, сразу. Поэтому я тебе и прошу, чтобы ты чуть-чуть оттянулся, чтобы ты вот эту вот систему прочувствовал. В бою она, я говорю, просто атомная штука. Ты начинаешь соперника, раз, два, вроде как бы все, закончилось. А это только начало, и там добиваешь его. Я говорю, вот это вот, как так называемая оттяжечка, да, она включается везде. Везде включается, и на отходах, и на подходах. То есть это такой, хитренький такой ходильничек. Очень подленький такой ходильничек. Он как раз вот нужен для того, чтобы, вот эти серии уже заиграли у тебя. Чтобы не просто какой-то набор ударов был, а уже смысл какой-то был. Чтобы уже какая-то,
тактико-техническая какая-то часть у тебя срабатывала. Приготовься. Сейчас начинаешь. 2 прямых. 1, 2. Боковой, оттяжка, прямой. Хорошо. Так, теперь давай смотри, классическая серия. Левый, прямой, правый, прямой. И снизу левый добавляешь. 1, 2, 3, оттянулся, прямой. О, да, все так хорошо. Вот теперь смотри, сейчас я мешок держать не буду. Сейчас вот просто поиграй. Вот в любой комбинации вот из набора, вот, который мы сейчас сделали. То есть 2 удара, 3 удара. Так, чтобы мешок уже погулял. То есть вот это будет символизировать как бы передвижение соперника. Поэтому не спеши как бы вламывать. Ну вот попробуй прочувствовать вот это. Потому что тебе еще раз говорю, тебе надо почувствовать и свой удар, и движение всего тела. То есть куда ты его гонишь. Если ты видишь, что мешок криво у тебя идет, постарайся так изменить как бы, ну, свою позицию, чтобы мешок на тебя шел. Либо, если он идет уже, ну, как бы в сторону, попробуй подстроить туда свой удар. Еще раз говорю, вот, ну, когда вот ты набиваешь вот эти вот серии, ну, там очень много вариантов. И один из вариантов, еще раз говорю, серии загнать соперника. Сериями можно канатом прижимать. Серии отлично в углу срабатывают. То есть тогда, когда ты разбиваешь сопернику защиту всю. Здесь очень много факторов от твоего собственного зрения. То есть что ты замечаешь, как сделать. Давай в своем режиме сейчас потихонечку. Поехал. Еще разок. Пошел. Работаешь. Ну вот как бы вот такая вот простая система. Видишь, начало, вначале тяжело. Поэтому как бы, ну, пока не поймешь, что тебе надо сделать, лучше не делай. Потому что здесь, еще раз говорю, все поэтапно будет строиться. Система вообще троична. То есть, чтобы отработать как бы серию правильно, надо мешок, надо лапы и нужен спарринг. То есть все вот 3 вот эти вот вещи, они дают тебе правильное представление, что тебе надо делать. Еще раз говорю, вот это вот, пока ты будешь набивать вот это вот, ну да, здорово набил, но ты этим воспользоваться не сможешь. В бою, ну, просто не сможешь. Очень часто я видел, как очень техничные парни, которые умеют бить, очень хорошо умеют бить, ничего не могли сделать. Только почему? Потому что они привыкли вот к этому однообразию. Вот он бьет ее, бьет, а он не понимает, что, к чему, почему. Здесь ты уже видишь положение мешка, ага, если пошла, то серию меняешь. Прямой, боковой, снизу, там связки разные. Для дальней дистанции прямые удары, для средней дистанции боковые удары, для ближней дистанции удары снизу. Вот это все и комбинируется. Это и есть начало, ну, понимания серии ударов. Потому что ты можешь только снизу бить, ты можешь только сбоку бить. Ты можешь только прямыми бить. Поэтому разные вот эти вот сочетания, еще раз говорю, их очень много. И пройти их надо. И правильно, и неправильно. Чтобы найти уже свое, и только свое. Потому что, еще раз говорю, у всех боксеров свои серии. Иной раз вот боксер ударил, ты где такие серии взял? Да фиг ее знает. Просто условия боя так сложились, что вот именно вот эти вот фишки стали, ну, как бы так сказать, основными. С другим бойцом ты уже так не сделаешь. Вот ты наработал серию, она может быть всего для одного какого-то раза, и ты ее можешь ударить, не знаю, через год только. Раз ситуация подвернулась, мышечная память, бам-бам-бам, все. На одной интуиции сработал. Поэтому как бы работать очень много надо. Еще раз повторю, то есть таких вот, прям знаешь, идеальных шаблонов, вот за всю свою вот, ну как бы
историю, я занимаюсь боксом уже 40 лет. Вот чтобы прям вот идеально все, вот, ну, я ни разу не видел. Все равно у каждого бойца, у него все равно какие-то, даже вот обычную двойку бьют, и каждый бьет ее все равно по-разному. Где-то вот эти временные вот отставания, у кого-то наоборот, опережение, то есть он еще не успел как бы руку отвести, он уже вторую туда втыкает. Говорят, вот если ты левой достал, правую сразу бей. Потому что если левая, ну, одна достала, значит второй тут же надо отвечать. Теперь еще один момент. За сериями очень хорошо прикрываться. Понимаешь? То есть они очень-очень хорошо вот именно в маневр вписываются. Когда ты начинаешь маневрировать, и там непонятно, какую ты серию выкинешь. Если для тебя будет очевидно, да, ну вот раз двойка сработала, два двойка сработала, да ты ее на третий раз уже вскроешь. Или там какую-то, ну, даже пусть сложную комбинацию, ты все равно можешь один из ударов заметить. Быстрее, чем он еще не начался, ты уже понимаешь, то, что он будет. Поэтому ноги, руки и тело. И все вот это вот в одной связке, в одной динамике движется. Серии – это очень интересная тема в боксе. Очень она большая, очень красивая. Потому что передвижения бывают такие, ну, я тебе говорю, вот и циркули, и сайдстепы, да, и вот эти вот, ну, оттяжки, уклоны, наклоны, масса всего. И все это бокс. И все это у всех работает по-своему. Каких-то вот таких критерий, да их просто нету. Поэтому, парни, занимайтесь, тренируйтесь, смотрите, наблюдайте. Мы все расскажем, покажем. До новых встреч!